Доброе утро, мои дорогие девочки. Утро началось уже пару часов назад, наверное. Сегодня позволила себе поспать немножко подольше. Вот муж ушел, я уже позавтракала. Ну, позавтракала кофе, тост, масло, сыр, вареное яйцо. Все, помыла посуду, налила питьевой воды. Вот, вытираю. Вот и планирую, что буду делать дальше. Что купила вчера в Икее. Для ложек, для вилок. Контейнер. Самый обычный, самый дешевый. Стоит 1 евро. Зато у меня теперь в порядке ложки, вилки, ножи. И вот. Гвоздь программы. Давно уже искала себе что-то на стол. Потому что мне нужно было вечером. Я учу здесь язык. Марк часто приходит с книжкой. И вот какого-то настольного света не хватало. Я искала, ходила, вот как бы именно маленький какой-то подходящий нам светильник. И вы сами видели в Икее. Я в самом конце уже на него попала, точнее, в отделе, там, где же все немножко с уценочкой. Почему? Потому что именно пленка, которая была упакована, как бы эта лампа, была сверху, дырка была. Сам в идеальном состоянии, все работает, все прекрасно. Я еще потом возвращалась за лампочками, потому что это уже было возле касс, этот отдел. Мне нужно было вернуться за лампочками, потому что лампочек в комплекте не было. Вот, зато я очень рада. Подошел мне сюда идеально. Это то, что я искала, и очень перекликается, получается, с тем. Может, конечно, на первый взгляд показаться, что слишком много вот такого вот коричневого получилось в комнате. Я согласна, но чем-нибудь попытаюсь разбавить. Всех хором потянула сейчас на фрукты, поэтому мы уже закупились хорошенько. Вот такие вот яблочки, зеленые, красные. Вот эти вот я очень люблю. Golden, по-моему, они называются. Мандаринки, конечно же, они уже сладкие. И вот вчера купила бананы по очень хорошей цене. Они были такие немножко зеленковатые. Сегодня же просто идеальные. Кстати, купила помидоры, вот тогда еще в украинском магазине, они были очень твердые и очень такие немножко зеленковатые. И специально такие взяла, чтобы они немножко полежали. И вот я их в холодильник не клала, положила туда к яблокам. Вот, и на сегодняшний день они просто идеальные. Они красные, они дозрели, они в меру мягкие. Вот, поэтому все, кушать их одно удовольствие. А еще, девочки, посоветуйте, под что можно использовать вот эту вот минажницу. Вообще я ее покупала, думала, что у нас как бы будем орешки туда насыпать, или какие-то конфетки, или еще что-то. Ну, если честно, у нас постоянно этого в обиходе нет. И если есть, фисташки покупаем. Они у Марка там хранятся, он их сразу съедает. Ну, в общем-то, я вам скажу, больше мусора остается. Как бы больше высыпаешь, оно потом раз-раз прохваталось, и все. Они наполовину пустые стоят. Может быть, конечно, на праздничный стол, когда будет какой-то праздник, мероприятие, если это можно здесь это организовать и так назвать. Вот, конечно, можно какие-то салатики красиво наложить. Они будут одинаковые, это будет очень эстетично и очень нарядно выглядеть. Ну, а так, для повседневной жизни, я даже не знаю, куда я сейчас могу приспособить. Я пыталась сюда для сахара. Тоже не очень удобно, потому что готовим чай, чай, кофе здесь, в этом углу и на столе оно не совсем уместно. Вот, поэтому вроде бы как симпатичная вещь, но, если честно, под что его сейчас приспособить, я что-то растерялась, потерялась. И все потому, что очень захламленный стал выглядеть стол. То есть и то, и то, и то, и то, и какой-то, знаете, визуальный шум, и мне это не совсем нравится. Я хочу немножко его разгрузить. Вот так вот смотрится более-менее как-то аккуратно. Вот, и этот маленький торшер отлично вписался. Пока решила вот так вот организовать. 2 секции убрала, оставила одну. И сюда положила колечки, которые я каждый день ношу, и которые у меня постоянно разбросаны по всему дому. У меня здесь получается вот такой вот браслетик тоже лежит. Я его постоянно забываю носить, потому что он лежит там в другом отсеке. Вот, наушники кинула. Ну, в общем-то, то, что каждый день пользуюсь, но чтобы не потерялась и не валялась. Иногда мне кажется, что мы живем в каком-то очень важном стратегическом объекте. Здесь постоянно какой-то движ. Вот опять сегодня с утра началось движение, огромные машины приехали. Опять был установлен биотуалет. Это первым делом, это гвоздь программы, биотуалет.
Там, где мало-мальски какие-то работы начинаются, все, первым делом ставится туалет. Это значит дня на 3 это минимум. Вот что-то копают, что-то роют, подняли асфальт. Совсем недавно были такие же работы, только вот с этой части здания. Вот с другой части. Вот, а вообще все лето здесь что-то было. Когда делали вот этот парк, здесь было что-то аналогичное. Был установлен туалет, была куча машин, всяких вот тракторов. Мы думали, здесь что-то будет, наверное, какой-то парк аттракционов, наверное, думали, какой-то сумасшедшая какая-то будет зона современная, модная. В итоге они посадили кусты и вбили вот те колышки, видите, которые вот типа бетонные, и все. И потом еще 2 дня больше вывозили вот эти все туалеты, всякие там инструменты и все такое прочее. Вот. Что будет сейчас, это интересно, вот просто, что они там делают. Без 23. Уже у меня еще кон не валялся. То сё, то, я не пойму, то посуду перемыла, там переставила, там почистила, там спустила, постирала, себя в чувство привела, да еще и поспать. Хотела же поспать сегодня, потому что если ты не спишь, ты потом вообще капец, ты потом вообще ни на что не способный, ну это ладно, но у тебя потом еще моральный дух вообще падает, настроения нет, и вообще все время хочется плакать. Поэтому из 2 зол выбираем меньше, лучше больше поспать, если есть такая возможность. Потому что на выходных у меня тоже были какие-то дела, и я тоже рано встаю и куда-то бегу. И, в общем-то, возраст уже не тот. Знаете, чтобы вот так вот играться со сном. Вот, сегодня у меня еще вот такое вот время, без 23 уже. У меня там стирается полотенце. В очередной раз бегу, беру эти полотенца, отношу в сушку. Несу. Точнее, сначала я думаю, что пойду куплю маме продуктов, потому что мама тоже такая, она же такая скромная, досиделась, что у нее там уже ничего нет. Я там, конечно же, приготовлю, отнесу ей там что-то, ну и же в холодильник у нее там не заглядываю. В общем, у нее там список, нужно бежать ей скупиться. Вот, потом отнести в сушку белье. Потом мне нужно сбегать, купить дезик, там такой по мелочи, потому что кинулось, у меня уже ничего нет. Потом мне нужно подстричь сегодня Марка, мне нужно приготовить что-то покушать, мне нужно обязательно сегодня сесть за нидерландский, поучить слова. Ой, я не знаю, просто я не знаю, откуда мне взять вообще вот это времени и сил на все это. Вот еще я хочу, конечно же, видео смонтировать вам. Это только такое, что вот у меня запланировано. А то, что, как всегда, еще, знаете, кто-то позвонил, еще что-то куда-то отвлечься, побежать, сделать. Вот это еще, это уже отдельная как бы программа. Поэтому, пожалуйста, куда мне написать, куда мне кинуть заявку, чтобы мне добавили еще хотя бы часиков 10 в сутках. Честно, вот у меня острая необходимость во времени. Мне не хватает времени. Вот так вот. И мне кажется, время стало реально быстрее бежать, чем раньше. Вот. Или это так у всех? Я вообще не пойму. Вот просто говорят, после определенного возраста начинает жизнь просто мчаться, просто... Вот я очень часто слышала, но я просто никогда не придавала этому значения и не думала, что это так будет чувствоваться. Вот просто катастрофически у меня недостаток времени. Вот, всех вас обнимаю, всех благодарю за добрые слова, обязательно. Пожалуйста, подписывайтесь, я вас очень прошу. Для меня это очень-очень важно. Я буду это воспринимать как благодарность за мою работу. Не забывайте, пожалуйста, лайки, комментарии. Вообще, я за них вам отдельное спасибо. Спасибо, девочки, вам за ваши истории, за ваш опыт, за то, что делитесь своими какими-то там нюансами, своей жизнью. Мне очень интересно. Это все. Как же только на улице тепло. Это вообще просто по-летнему. Но без жилетки не выйдешь. Я уже хватит, уже навыходила. А вот так вот даже жарковато. Но в футболке тоже ты ходить не будешь. Самое интересное, вот эту вот жилетку я покупала в Испании, боже, 100 лет назад. Наверное, мы еще в Гастомеле даже жили. И как-то так она у меня пролежала, немножко поносила, а потом вообще пролежала. И вот сейчас у нее вторая жизнь. Она настолько удобная, она настолько мне подспорье, что я вообще поражаюсь, как я раньше жила без нее. Вот так вот. Поэтому... А сколько раз я пыталась ее кому-то отдать, а потом, знаете, мне что-то держала. Ну, какую там вещи собираешь, кому-то отдаешь. И я была, знаете, покладу, а потом в последний момент думаю, не, пусть еще повисит. Цвет такой, знаете, благородный, такой классика. Как бы, ну, модель такая. Тут еще капюшончик цепляется, ну, мне нравится вот так. И, видите, вот пригодилась. Настолько она, конечно, удобная.
Вот, ну и прилично, конечно же. Так, я бегу маме со списком за продуктами. Пока там еще достирываются полотенца, я сейчас куплю продукты, приду, заберу вещи и понесу в сушилку. В магазине тоже жарко. Так, берем корзину. Так, поехали. Я люблю ходить в такое время, потому что все еще на работах, в школах, и магазин полупустой, и на кассах. Самое главное, что на кассах свободно. Не нужно стоять в очередь. Так, у нас по списку хлеб. Я возьму себе вот этот тостерный. Мне тоже нужно. Мне нужен хлеб и сахар. Так, и что-нибудь сладкое к чаю. Так, а маме возьму какой-то другой. Нужно нормальный взять, такой, чтобы не мягкий. Вот такой возьму. Думаю, обычный. Так, вот. И возьмем такой дальше. К чаю. Что бы ей... Ой, к чаю здесь, конечно, девочки, мальчики, проблематично. Вот эти булки все. Это такая ерунда. Оно как пух, оно очень вредно, после него болит живот. Знаете, одни крайности. Или вот такие все вещи, которые мало того, что дорого, да еще и, ну, такое, знаете, не совсем прям вкусно, если честно. Вот. Или вот такое. Все, одни крайности. Такое, что какая-то вкусная булочка какая-то. Знаете, там с маком, с повидлом. Нету тут такого. Все с шоколадом. Все вот это мягкое такое, что, знаете, ну, на кишечник просто убийственно. Вот что ей взять? Я не знаю, что ей взять. Я же сама с этого всего ничего не хочу. Ой, что можно взять пожилому человеку? Я не знаю, девочки. Вот этот взять какой-то. Бисквит. Вот это взять, может, и мягенькое. Да? Бисквит какой-то, может быть, пропитанный он чем-то похоже. Возьму. Так, дальше что у нас здесь? Яйца. Ага, вода, овсянка. Так, яиц обнаружилось, что нету. Овсянку. И взяла вот такую вот меленькую. Потом вот мука. Самой простой нет. Самая простая 35 центов, ее нет. Ну вот это, я думаю, внизу может быть взять. Но она может быть именно уже готовая, знаете, с чем-то. Не классическая. Уже бывает для пирога там с какими-то там уже смесь какая-то, я имею в виду. Какао. Потом сода, кукуруза. Сода, кукуруза, а сода, где мне взять соду? Где мне взять соду? Тут соды нет. Я тут себе беру просто разрыхлитель, а не сода. Ладно, возьмем кукурузу сейчас. Так, все. Правда, идеально не высушила, чтобы, скажите мне, чтобы не подсели вещи. Дома немножко досушить, но вот это вот первое мокраое, конечно же, высушила. Так, отношу сейчас домой белье и бегу. Мне нужно в какой-то магазин купить там дезик такой. Уже закончилось все. Так, перейти дорогу. Чтобы было безопасно. А еще, вот видите, что у нас тут происходит. Наверное, что-то с трубами, с канализацией что-то происходит. Все поподнимали, попоснимали. А с вот этим вот
вы бы видели, сколько здесь времени было уделено. Точно так же техника, трактор, ну, как я вам и рассказывала, куча рабочих. И в итоге теперь все травкой зарастает, поливается благополучно. Когда идет дождь, водится сюда, водятся собачки в туалет, и все. И вот это вся красота. Зато здесь шума было и движения столько, чтоб я говорю, что там какой-то Диснейленд. Можно подумать, будут строить. В итоге вот такое оно. Никакое. Если честно. Ух, пробежалась и опять мокрая. Вот это я воду пила только что с бутылки. Вот. Опять надо бежать. Только что опять иду, опять наблюдаю ситуацию, как велосипедистка с ребенком впереди. Она в каске, ребенок в каске. Ну как она ловко подрезала машину. Это просто в машине сидели пенсионеры. Ну это вообще, и я вам скажу, я каждый раз удивляюсь, особенно в центре, когда большое движение. Вот стоишь на остановке, наблюдаешь, как они ведут себя, велосипедисты. Конечно же, самоуверенно, вообще никакой нет дисциплины, я вам скажу, в большей степени они просто ездят, как им вообще захочется. Они поворачивают, когда захочется, без знаков, без никаких. И если что-то где-то произойдет, полиция, там все будет на стороне велосипедистов. Это просто безоговорочно. Поэтому тут так нужно бдить. У нас, когда была машина в начале, ой, это вообще было. Это было вообще, мы так за это переживали. Не просто из-под земли выныривали. Они просто, я же говорю, неожиданно ты едешь, казалось бы, медленно. Он может просто взять, начать поворачивать просто, когда ему захочется. И ты едешь, и ты не понимаешь, от кого что можно ожидать, в какой момент. И это очень серьезно на самом деле. Как-то в Амстердаме мы как-то, ну, там как-то более организовано. Я не знаю, они какие-то такие, что могут там остановиться в какой-то момент, знаете. Вот. А здесь вообще, здесь, конечно, море по колено. Так, я бегу через наш стадион. Давно я тут не была. Ой, пахнет сыростью, конечно. Конечно, такая сырость по-другому пахнет, нежели у нас в квартире. Сырая земля, здесь травка. Конечно же, приятно. Вообще мне здесь ландшафт нравится, да? Красиво так. Травка, кстати, наверное, после дождей молоденькая. Пошла и забила ту желтую, которая выгорела во время жары. Такой летом парк был многолюдный. Тут столько было детей. И все, увы. Он такой маленький, такой аккуратненький, как-то так в стороне от домов. И мне очень здесь нравится, очень. Зашла в польский магазин за яйцами. И здесь, посмотрите, какая вкуснота. Какая здесь выпечка. Караул, просто как мне жарко, если бы вы только знали. И как я смотрю, одеты все люди, все поголовно в куртках, в темных, толстых, серьезных осенних куртках, пальто. Я вообще не пойму, что такое, что не так со мной. Вот. Им всем холодно. Все люди ходят, шарфы уже такие вот толстые, прям осенние, наматывают, кофты, кардиганы. Прям хорошие куртки. Теплые. А мне вот так жарко. И на меня все смотрят, я еще в ярком, получается. Они все в темном. Все смотрят на меня, как белая ворона хожу. Капец. Ну, не знаю, еще, ну, как бы, еще листики зеленые, еще травка зеленая. Еще, я думаю, можно вот так вот ходить. Уже не первый раз поступают вопросы про технику смех, в частности, про чайник, про холодильник, там девочки спрашивали. А вообще, конечно, я от смех в восторге. Но я в восторге не от технической. Боже мой, вы меня простите.
или какой-то функциональной стороны. Ну, мне нравится просто дизайн, и мне нравится просто в использовании. Я балдею от него. Я пробовала еще очень-очень давно. Я покупала весь комплект, у меня был и чайник, и тостер, и кофемашина. Не кофемашина, а вот эта вот, которая эспрессо готовит. Вот, ну, лет сколько? Года 4, наверное, пропользовалась, продала. Оказалось, мне надоело. Купила что-то другое, как бы все в разнобой. И в итоге я потом так за ним соскучилась. По крайней мере, за чайником, это точно. И так за ним соскучилась, просто слов нет. И те, кто смотрел меня с девочек на старом канале, помнят, что я прям виш-лист записывала на Новый год. У меня было как бы в листе там желаний. Вот я хотела себе снова чайник СМЭК, но только уже розовый. До этого у меня все было красное в комплекте. Вот. Холодильник я вообще не в восторге. Но, девочки, во-первых, мы взяли его с комиссионки. То есть я не знаю, с каких там его сдали. Может, уже он у кого-то там как бы перестал нормально функционировать. Я не знаю. Вот, может, потому что это, ну, это старая модель. Старая. Но морозит он такое себе. Знаете, холодит. Даже не морозит, а холодит. Вообще очень-очень сомнительно. Вот. Долго продукты не хранятся. Это нужно постоянно понемножку брать. Быстро раз приготовил, за день желательно как бы скушать. И все, потому что на самом деле очень он слабенький, очень, но уже нет у нас сейчас возможности его менять, что-то где-то, ну пока так, да и так. Вот, и я себе еще, знаете, что хочу? Я себе хочу еще СМЭК, вот эту вот капельную кофеварку, да, кофемашину. Если что, вставлю, найду. Вот, ну, конечно же, хочу розовый, да. Так, ну что вы думаете? Я опять притянула сумку. Ну, шла за одним, казалось бы, там за мелочевкой. В итоге притянула целую сумку опять. Сейчас вам покажу, что. И это я еще у мамы там выложила яйца и майонез я ей докупила. Потому что до этого я ходила, его не было. В Джамбо. Купила в польском магазине булку, не сдержалась. Я шла, я была такая голодная, такая голодная. Я вот как накинулась на нее, девочки, она такая, конечно же, вкусная. Видите, она тут и глазурь у нее, и мак, и плюс там и цукаты. Но она очень вкусная. Но я вот нахапалась в жадности, потому что утром как поела и все, больше не ела. Вот, но теперь мне прям плохо. Вот, не надо так, конечно, на ходу. Да еще и сдоба, да еще и такая, знаете, прям она прям насыщенная, скажем так. Капусту взяла, потому что собираюсь сделать ленивые сейчас голубцы. И покажу вам как раз, как я их делаю. Прям рецептчик покажу. Вот рис. Свой, в смысле, рецепт. Взяла сразу морковку, чтобы сделать это все быстро. Мне нужна была морковка в любом случае. Поэтому я увидела потертую, думаю, возьму-ка я сразу потертую, чтобы ускорить процесс. Лук взяла. Потом взяла, пока находилась в экшене, маме себе вот такой вот майонез. Вообще классный. Сразу большая такая бутылка, да, и он еще и вкусный, и вообще по нормальной цене. Потому что мы тут берем, он, конечно, вкусный, но 4 с чем-то и очень быстро улетучивается. Вот это Валерыч попросил меня взять, позвонил. Собственно, из-за этого я и зашла. Да не только из-за этого. В принципе, потом решила, ага, сделаю-ка я голубцы ленивые, мне нужна капуста, мне нужна морковка, мне нужно это все. Потом в польском взяла вот зелень. Пахнет, прям пахнет домом, не знаете. Вот, когда я слышу запах как бы свежей зелени, мне пахнет домом, Украиной. Вот. Огурцы взяла, хорошие у них огурчики такие. Их надо тоже быстрее съесть. 2 дня они начинают по бокам мягкими становиться, начинают гнить. Вообще не пойму, что такое с овощами. Вообще, как их выращивают, где их выращивают, сколько они добираются, чем их обрабатывают. Вообще загадка, конечно. Так, яйца взяла. Вообще прям 3 с чем-то. Те, которые мы берем по 2 с чем-то, 80. Сегодня не было, везде не было. И взяла вот колбасы в польском магазине. Что-то выпачкалось. Ну, собственно, и все. Взяла сметану, ну, понятное дело, раз в польском было. Потому что то ведро 500 грамм, нет, литр, кого, литр, мы уже съели благополучно. Вот, ну, конечно же, я поделилась с мамой, в общем, понятное дело, съели. Вот, и купила вот такую подставку чисто для этого, скажите, у меня там валяется все, ручки, ластики, вся ерунда, чтобы туда и на окошко поставить.
чтобы канцелярию. Канцелярия не валялась, не падала на пол. Все, это все. Так, девочки, я помыла холодильник. Вот, освежила, все поскладывала. Так, теперь буду готовить сейчас свои ленивые голубцы. У меня здесь обжаривается лук с морковкой. Я уже приготовила томатную пасту. И здесь у меня уже яйцо. Его просто не видно сырое. Фарш, отваренный рис. Вот, и вот капусту сюда. Не знаю сколько. Уже когда добавлю лук с морковкой, буду вымешивать. И я уже по консистенции пойму. Ну, как бы я люблю побольше. Вообще я люблю, чтобы оно было, ну, равномерно все. Всего понемножку, всего одинаково, чтобы никакой из ингредиентов не преобладал. То есть, чтобы всего было в меру. Вот так вот все это перемешаю. Соль, перец, конечно же. И вот эту вот половину вот этой вот пассировки, половину я отправлю туда, ну, к фарш, а с половины сделаю соус, которым я буду сверху поливать. Я сделаю подливу с томатным соусом, немножко сахар, если кислый будет томат, тогда сахар, а вообще соль, перчик. Вот, чтобы это было вкусно, залью, протушу сметану, не буду добавлять, сметана будет, ну, отдельно уж, когда в тарелке у каждого сверху сметана. Это еще, как бы, во-первых, все равно сверху, потом в тарелочке нужно сметану обязательно добавлять, потому что это будет без гарнира, это как отдельное блюдо. Переживала, что капусты много, в итоге, мне кажется, ее еще не хватает, потому что у меня капусты обычно больше. Она прям торчит со всех сторон. А сейчас как бы нет, сейчас мясо с рисом. Ну вот, добавила уже лук с морковкой. И с другой части вот готовлю подливу, чтобы она такая была прям густая, и ее было много. Соль, перец, вот это черненький, это прям перец хороший. Вот у меня прям такой, чтобы его прям слышно было. Соль, перец. Вот. Ну и сахара, наверное, 2 кубика я кинула, чтобы, ну, чтобы вкус, знаете, сделать таким нейтральным. Мне нравится как томатный кислый соус, немножко сахаром. Получается очень вкусно. Вот, сейчас я вот, уже все, здесь уже есть все. Формирую сейчас типа вот длинненькие такие. Ну, кто какой формы, кто круглые, кто, ну, я такие длинные, такие большие делаю. Обжариваю слегка, чтобы они просто держались вместе. И все, буду складывать в кастрюльку. Вот, залью соусом, протушу. У кого есть лавровый листик, вообще прекрасно. Вот, ну и все. Потом со сметаной подавать. Вот так вот обжариваю слегка, ну, не до черного, чтобы они просто держались. И то, видите, из-за того, что я не на раскаленную сковородку, ну, их выложила, вот, и на небольшой огонь, они, конечно, вот немножко из-за того, что большие лопаются. Ну, это не беда, это не беда. Я их сейчас слегка еще раз переверну, еще раз обжарю, и будет все хорошо. Потом они скрепятся, и вот у меня еще вот такие вот они у меня. Но обычно у меня капусты больше, у меня прям капуста обычно торчит, а это как бы нет. Ну, ладно. Показать вот такие вот у меня ленивые голубцы. На этот раз получилось подливки много. Я люблю, когда много подливки. Вот. Не пробовала еще, правда? Так, девочки, ну что, 9:30 вечера. Вот и все. Вот сейчас нужно или влог смонтировать в идеале, или садиться нужно нидерландский учить. Я думаю, что придется все-таки садиться учить нидерландский, потому что я и так уже неделю на него вообще забила. А там через неделю уже, получается, там будет тест. И вообще тут даже не в тесте дело, а то, что придешь завтра и вообще не в дуб ногой, это тоже стыдоба. Поэтому придется сегодня поучить. Потому что если я сейчас начну монтировать, это часа 3-4. В 2 часа ночи я уже не буду, конечно же, учить ничего, но мне просто в голову не влезет, поэтому вот так вот. Поэтому всем пока-пока. Увидимся с вами, когда увидимся. Вот, всем вам огромное спасибо, мои дорогие, за ваши
такие душевные, сердечные комментарии. Каждую из вас обнимаю, каждую из вас ценю. Все вы мне очень дороги, мои дорогие девочки. До новых встреч!